Доброго времени суток, продолжаем мобильную разработку. А что я не записывал? Я не записывал локализацию, потому что я думаю, что вам локализации хватило уже, когда я Paperclip делал. А могу просто сказать, что вот здесь автоматически подтягивается английский язык и еще куча других языков. Кстати, да, неявная листалка. Надо, чтобы листалка всегда была видна, а то она как-то так пропадает. То есть появилось много языков, и автоматически подтягивается тот, который в настройках здесь сидит. После того, как я смог сделать предыдущее видео, мне очень понравилось. То есть если до этого я ругал Cloud Code, что он каждые 15 минут останавливается и спрашивает у меня какие-то разрешения, и из-за этого я принял решение уходить в Paperclip, Minimax, ZAI, то сейчас я разобрался с настройками Cloud Code, и все здесь возможно. То есть здесь просто надо установить правило bypass, и все автоматически выполняется до какого-то стратегического момента, когда просто по развилке спрашивает, налево или направо пойти. И тут я уже просто разгулялся. Я был очень, очень рад. Я здесь переименовываю. Это у нас фронт. Ну, давайте на английском, чтобы понятно было. Дополнительно открываем и разделяем сплит. И здесь мы тоже запускаем клауды. И здесь этот клауды у нас будет локализатор. Как там i18n, да? Пусть будет. У нас еще был, что я здесь сделал, в видео. Вы можете там посмотреть линтер, как делается, все остальное. То есть я накатил сюда линтер и еще дополнительно уже развернул YAML файл, чтобы это все автоматически открывалось на GitHub Actions и запускались операции, которые автоматически все проверяют, чтобы, линтер нельзя было просто так обойти, который можно обойти, там написать в коммите обойти правила хука, и они просто обходятся. Вот. Да. Сейчас дам задание и порассказываю еще, что сделал, чтобы они уже что-нибудь продолжали делать. Документация, research. Это наши языки. Продолжи локализацию по списку и отмечай, что уже сделано. Так, этого мы запустили. Кто у нас еще был? Был веб-поисковик. Был написатель. Еще сборщик АПК-шек. Сборщик АПК-шек. И мы брали то, как собирать АПК из... Раньше мы делали это все через десктоп, но в десктопе я почему-то не могу настроить вот этот вот режим. То есть из авто он никак не переключается на bypass permission. То есть он переключается, а потом слетает. То есть, вообще некомфортно с ним работать здесь, поэтому я просто оставил эти попытки и начал постоянно работать с моим любимым Cloud Code, который в консоли. Он действительно прикольный. Он все делает быстренько, хорошо и классненько.
Так, сейчас я удалю наше приложение на мобильном телефоне. И сейчас я попрошу его: создай APK и установи на мобильный телефон. И мы его переименуем в abd install abd. Так, мне что-то там не понравилось в фронтенде. Там была какая-то ошибка такая неприятная при регистрации. Так, давайте вначале он установит это все. Сборка идет в фоне. Ну, окей. А что там было? Там, получается, я накатил новую функцию, что перед тем, как проверяется пин-код, особенно если он неправильный, то должна проверяться связь с интернетом. И в приложение можно войти только если есть связь с интернетом. И я пытаюсь зарегистрироваться в приложении, и связь у меня есть Wi-Fi, я сижу на хорошем интернете, но мне пишет: нету связи с интернетом. Так что сейчас глянем этот момент. Познакомим нашего фронтендера с проектом и надиктуем ему что-нибудь. Какой-то не такой визуал GPT-чата. Если тут выбран микрофон, вроде бы есть, и он фиксируется. Вот привычный интерфейс, да. Проверь, я не знаю, там был краш системы, получилось у тебя сделать или нет, но была раньше ошибка. Когда я пытаюсь зарегистрироваться в приложении, то я сижу на Wi-Fi, интернет есть, но при этом мне выдает сообщение о том, что нету подключения к интернету. Проверь, что там не так, и почини, пожалуйста. Видите, какой умный интеллект? Он говорит: ссылку вижу, а читать не буду. Так, у нас вроде бы установилось наше приложение. Я его переношу на главный экран, чтобы легко к нему было иметь доступ. И запускаю трансляцию экрана сюда, чтобы вы тоже все видели. Давайте я буду кликать на компьютере, чтобы вам было видно. То есть эту вот, да, еще листалку. Когда слишком много языков, листалки нету, ну, допустим, при регистрации. Но она есть, и она появляется, когда начинаешь скроллить. Я бы хотел, чтобы эта листалка, вот эта вот боковая каретка, всегда была видна, а не только во время скролла. Чтобы было понятно, что ниже там есть еще языки. Ну, во всяком случае, мне так точно понятней. Когда освободишься, то. Так, важная находка. Сервер работает с моего... Сервер работает. Health 200. API Start. Значит, проблема не в сервере и не в коде логики. Ага, окей. То есть он говорит, при регистрации все должно происходить корректно.
Давайте переключимся на русский язык. И попробуем сделать регистрацию. Может быть, у меня какой-то там был локальный баг, который не получится воспроизвести. Нет, в точности. То есть вот мы сейчас этот скриншот. Ну как раз перед крашем я уже сделал транскрибацию. Чтобы он видел, что там происходит. Фетч реально падает на телефоне. Чтобы не гадать, сниму реальный лог с телефона, гляну, что логкат от JS-движка. Так, хорошо. Логи бери отсюда. Скриншот. Ключевая улика. В статус-баре включен авиарежим, при этом иконка Wi-Fi тоже есть. Это классическое состояние. Авиарежим включен, Wi-Fi вручную включен обратно. Надо понять, реально ли в этот момент, так как он до этого проверял, что интернет есть. Состояние. Так, надо понять, реально ли в этот момент интернет есть. Проверить текущее состояние самого телефона и достучусь ли он до сервера. Ну ладно. Очень прикольно и необычно. Он пишет: проведу решающий эксперимент прямо на телефоне. Воспроизведу таб с авиарежимом, потом включу авиарежим и ставлю Wi-Fi и повторю. Сначала сниму текущий экран и координаты кнопки. То есть он имеет доступ к моему реальному живому мобильному телефону. Он сейчас им управляет. Вот мои руки, я ничего не делаю. И он действительно управляет сейчас моим телефоном. Да, я включил режим разработчика. Да, я включил управление через USB кабель. Но я не знал, что он так может. То есть он там что-то пишет, какой-то email, там что-то куда-то стучится, вот там меняет email. Это все он делает, то есть я ничего не делаю. Вот вбил новый диагностический email. Класс, я вообще... Я в восторге, я вам могу так сказать. Так, ну это заслуживает внимания. Я прямо вот сюда вот рядом переведу. Так, ошибка, нет интернета, проверьте подключение. Так, а как бы это так и здесь видеть, и здесь читать? Ага, получается, да, хорошо. Какой крутой PayCharm. Он реагирует на наведение мышки и листание включается. Поле было не пустое, мой текст вклеился в середину, получилось мусор с двумя собачками, я чищу поле, начисто я веду корректный email. Ну в смысле, какой-то, который с собачкой, какой-то текст до, какой-то текст после, есть там что-то ком написано. Текст не очистился, да, то есть вот он тестирует, что происходит. Найду вшитый URL. Ну, видите, просто агентский режим работает обалденно. То есть вот это bypass permission on
Блин, я просто кайфую. То есть вот за сегодня, я не знаю, я настолько увлекся, я, наверное, часов 5, ну, может быть, 7 часов сидел, кодил. И вот у меня это было там в 5 терминалах. Один серверный, фронтендер, тот, кто писал логику тестов, чтобы не произошла такая ситуация, что мы накодили что-нибудь на английском или на русском, но не перевели на остальные языки, а потом локализатор, тот, кто создает АПК и загружает на мобилку, и еще у меня был там исследователь по вебу, то есть какие языки вообще вшивать в приложение, и, ну, там законодательные какие-то моменты выписывал, смотрел. И еще параллельно у меня работал десктопный клауд, потому что, ну, надо было что-то там натыкать в браузере. Вот, и бэкэндер ему давал задачу, и он выполнял, а где-то он стопорился, говорит, я по правилам не могу это выполнять, поэтому давай, человек, подхватывай, создавать аккаунты, это вот только ты как человек можешь. Вот где-то так. Так, сюрприз в сертификате, да, и мы переехали там с одного сервера на другой, поменяли там API с одного сервака на другие. Ну, короче, очень я обрадовался, что вот такой вот агентский режим есть, bypass permission on, и прям погнал. Ну, я не знаю, я за сегодня, наверное, сделал там, ну, может быть, как за всю прошлую неделю, наверное. Наверное, где-то так. Ну, хотя я времени тоже влил достаточно много, если до этого я занимался... Нет, ну, времени я потратил меньше. То есть этот режим, он существенно экономит силы и ускоряет разработку. Ну, особенно если вот так вот контролировать, что происходит. Так, пока он думает и пока все заняты, то я остановлю запись и запущу еще нашего серверного, чтобы он уже ознакомился с проектом и был готов, если надо, включиться в работу. Ты вот все проверяешь, что все работает, и все действительно работает, но расскажи мне саму логику, как вообще происходит сама проверка. Давай просто проверка будет такая, что приложение пробует достучаться до сервера, если оно смогло достучаться до сервера и получило 200, то, получается, есть связь с интернетом. То есть как у нас сейчас это устроено? Что я нашел из того, что, ну, неправильно тут происходит? Тут просто много серверной работы, поэтому я не записываю, извините, безопасность. Но то, что полезно вам, может быть, то я проверил, как работает YAML, и он должен работать так, что вначале запускается проверка, а потом принимается уже слияние. Но сейчас вначале принимается весь код, а потом накатывается проверка. То есть, ну, это ошибка. Так что это я поручу переделывать. Здесь открою еще одного нашего кодера и назову его YAML. А что, не применилось? Ну, просто ему сбросим ссылку. Нужно, чтобы вначале проходили проверки, и если все ок, то чтобы можно было мерджить.
Ну, пусть кодит. Ну, я могу вам сказать, что я в восхищении. Вот здесь вот Клауде сам заходит, сам тестирует вот мои руки. То есть он пересобирает сборку, листает, смотрит. Сейчас поле находит на футер, и я прошу его это починить. Он сам анинсталит, накатывает APK-ху, устанавливает на мобильное устройство и тестирует, видит, что не получилось, и переделывает. Ну, то есть это просто агентская работа, которая на высшем уровне. Я просто в восхищении. Это очень классно. Тут у меня браузерный накатывает CI/CD. CI накатывает. Здесь у меня бэкэндер сносит, удаляет приложение, накатывает заново и пробует починить вот это модальное окно. Вот, так что параллельно там серверный трудится. Здесь у меня 4 агента. Ну вот, не всеми успеваю управлять, да. Но это очень быстрая разработка по сравнению даже с тем, что было позавчера. Ну, выполняю такие скучные действия, которые, в принципе, вам никакой пользы не принесут. То есть там менюха как-то перекрывается при открытии поиска. Ну, то есть языков там больше 30, поэтому я ввел поиск. И когда в input кликаешь, то получается здесь все перекрывается, поэтому такие мелочи правлю просто. Поэтому здесь каких-то полезных архитектурных решений, которые принимаю, особо нету. Просто вычищаю такие вот мелочи. Так, есть хорошие новости, есть плохие новости. Плохие новости — это установил защиту там от всяких ддосов, но защита режет и не пропускает запросы от самого приложения сейчас. Думаю, как решить. Это больше так серверная часть, да. И настроил CI, что уже роботы не могут пройти защиту. То есть то же самое было, что и в add merge и комита, да, там, где я выставляю какую-то защиту, а так как я администратор GitHub, то ИИшка смотрит и говорит, преодолеть правила, потому что мы админы. В общем, закрыл эти дырки. Вот. Я постарался так именно сокращать. То есть, наверное, там из 4 часов, сколько там, я не знаю, сколько нарезки, 20, там, 30 минут. Сильно меньше, чем все это было, так что стараюсь плотненький для вас контент нарезать. Я надеюсь, полезно. Надеюсь, вы повышаете вашу IT-насмотренность. Создавайте качественные IT-продукты. Желаю вам финансового благополучия. Всех благ.